Приветствую всех на канале. В работу к нам попал такой Hyundai Ioniq 5. И владелец говорит, что автомобиль не заряжается выше 50%. Будем диагностировать и смотреть, что у нас за проблема. Сделали диагностику, и вот здесь есть такие ошибки. Есть у нас одна ошибка по коншине навигации, но она в истории, не актуальна. И есть вторая ошибка P1A600. Обнаружение нормальных характеристик гибридного EV аккумулятора. Но что конкретно в ней аномального, пока непонятно. Поэтому нужно сделать дальше диагностику и смотреть, на что она... Что по фактическим параметрам у нас. Просто по ошибкам тяжело понять, что у нас за неисправность. Сохранил отчет, потому что у нас есть одна проблемка. У нас напряжение на всей батарее 3,96. Кроме одного, 129 элемента, у нас напряжение 3,7 вольта. Все остальные 3,96. У нас, кстати, батарея здесь 800 вольтовая. А это уже... немножко поопаснее, чем 400-вольтовая. 400-вольтовая небезопасная, а 800-вольтовая еще веселее. И вот у нас есть максимальное напряжение элемента 3,96 и минимальное напряжение элемента 3,7. Максимальное напряжение это 12 элемент, а минимальное напряжение 129. И вот он, наш самый слабенький элемент. Кстати, в процессе диагностики был обнаружен вот такой вот технический бюллетень, который указывает, что если вот такая ошибка есть, она может означать все, что угодно. Начиная от разницы в напряжении, ошибки по сопротивлению изоляции, по температуре, разница температуры большая, либо очень высокая температура, очень низкая температура. Короче говоря, все, что угодно. И этот бюллетень предлагает обновить прошивку BMS до версии 55.2.0 или 55.08. И за счет этого усовершенствуется, и за счет этого разделяются эти ошибки до других ошибок P1A700, P1A800, P1A900 и так далее. И тогда уже каждая ошибка означает свою проблему. То есть, если бы здесь прошивка была обновлена, то была бы ошибка не P1A600, а P1A700. И тогда можно было сразу по ошибкам понять, какая у нас проблема. А так... приходится смотреть фактические параметры для того, чтобы понять, что же у нас неисправное. Вот как бы вот этим отличаются европейские машины от китайских. И да, корейские тоже машины, они все-таки подход более внимательный, чем у китайцев, и они со временем обновляют прошивки, вернее выкатывают новые версии для обновления прошивок и решения каких-то своих проблем. А китайские автомобили... как бы я не говорю, что они плохие, они дешевле, чем любые европейские либо корейские автомобили, но у них есть вот такие вот нюансы, что они выпустили автомобиль, никаких обновлений нету, машины проданы, и не найдешь ни мануала, ни ТИСа какого-нибудь, ни бюллетеня, ничего прочего. Поэтому в этом смысле, конечно, китайские машины немножко уступают европейским или корейским. Все-таки корейские автомобили это не китайские. В общем, будем согласовывать снятие батарейки, снимать батарейку и смотреть, что у нас с элементом. Зарядим его. Дальше оставлю, чтобы автомобиль поставил, посмотрим, какой у него саморазряд. И дальше будем смотреть, что с этим делать. Согласовали снятие батарейки, поэтому сейчас я ее буду снимать, вскрою и посмотрим, что у нас. И здесь, походу, такая же система охлаждения. Контрохлаждение идет под низом батареи. Все-таки это правильное направление движения батарей, когда охлаждение вне самой батареи, но под защитой дополнительной. Даже если антифриз потечет, то он не потечет в полость аккумуляторов. Это хорошая идея. И вот со временем такими маленькими шажками и электромобили придут к идеальному сочетанию. Как правильно это все сделать. Казалось бы, мелочи, а уже огромный шаг к тому, чтобы было и охлаждение, и при этом не было вероятности попадания антифриза в батарею. И не использовать какие-то дополнительные
масляное охлаждение или прочие, которые не опасны для элементов. В общем, снимаю сейчас батарейку и вскрываю, смотрим, что с ней. Судя по открученным болтам, батарейка у нас будет сюрпризом. И с каждым новым открученным болтом есть подозрение, что будет что-то интересное. Хотя это больше похоже не на ржавчину, а на смазку. Хотя почему здесь ее нет? В общем, ладно, снимем, будем посмотреть. А вот и наша батарейка. Немножко воды было здесь, но сказать, что много, нет. На Ягуаре, который я до этого разбирал, там воды было побольше. И батарейка оказалась герметичная, никаким последствиям это не привело. А судя по всему, здесь даже немного воды было, поэтому какие-то брызги были, но так, чтобы она была утонувшая, следов таких не видно. В общем, надо ее вскрывать и смотреть. Так, что у нас здесь есть? Какая информация? Информации толком никакой. И вот интересно, как сюда могли попасть листья? Судя по всему, только с водичкой. Сняли крышку батареи, и вот как выглядит батарейка на ионике 5. И здесь батарейка 800 вольтовая. Если жахнет, то жахнет нехило. И вот сейчас хочу померить, сколько здесь у нас напряжения по факту имеется. Так, напряжение у нас 762 вольта. Это вам уже не хухры-мухры, это не 12 вольт. Здесь уже немножко опаснее возиться. Да. Поэтому сейчас нужно найти, какой у нас модуль разряженный. Хочу сделать небольшое отступление от видео, так как увидел в кадре руку нашего специалиста. Сразу хочу сказать, что Владислав опытный электрик и электронщик, в том числе и с высоким напряжением, поэтому понимает, что делает. Но человеку, который не подготовлен к такого рода работе, не рекомендую лезть в высоковольтные батареи самостоятельно, так как жизнь дороже сэкономленных денег. А я знаю, что по нашим видео люди частенько ремонтируют самостоятельно свои автомобили. При этом частый случай, когда эти автомобили потом все равно попадают к нам или к нашим партнерам на переделку. То в случае с батареей и врачи не помогут. Тому бережіть себе та свою родину. Хотел сразу сказать, что батарейка абсолютно сухая, водички здесь нету. Поэтому то, что там была ржавчина на этом и сверху водичка, батарейка в принципе герметичная. Никуда здесь ничего не протекло. Это уже хороший показатель. В общем, сейчас нужно будет отбалансировать батарейку и дальше смотреть, что у нас и что с этим делать. Но нужно будет, наверное, ее немножко разделить, чтобы уменьшить напряжение, чтобы это стало немножечко безопаснее. Зарядил модуль, и вот есть напряжение 3965, 3965, 3971, 66, 65, 68. Есть легкий разбег, там в районе 3 милливольт. Но вот этот элемент, который был самый слабый, я зарядил его на 5 милливольт больше, на 6 милливольт больше, чем самый сильный. И хочу сейчас отследить, насколько этот просядет, либо не просядет. Дам ей времени несколько часов постоять и посмотрим, что у нас оно будет. Прошли практически сутки. Хочу сравнить показания сегодняшние, те, что были вчера. Так, у нас по напряжению сейчас на том, который был самый слабый, — 3960. И для большей правдоподобности 3966 на первом. Так, синий. 3960. — 3966. Так, дальше между
синим и красным. 3966. Дальше между красным и белым. 3966. Короче говоря, у нас на всех остались напряжения прежние, а на этом упало на 11 милливольт. То есть сейчас оно уже даже стало ниже, чем было, хотя было первоначально выше. То есть у этого элемента есть саморазряд и порядка 10 милливольт в сутки. И если так поставить, то дней за 10 дельта увеличится опять примерно на 100 милливольт. Поэтому в данном случае здесь тоже нужно будет что-то делать с этим модулем. И нужно будет рекомендовать владельцу заменить его, если он хочет ездить на машине долго, по крайней мере, в ближайшее время. Вот такая вот ситуация с этой батарейкой. Ну, а там уже будем общаться с клиентом и решим тогда, что дальше, как дальше быть. И проверяю сейчас напряжение. У нас напряжение 3926. А было первоначально 971, потом 960. Потому что я его чуть перезарядил, 960, уже 925. То есть у нас на 46 милливольт упало за, грубо говоря, 2-3 дня. И естественно, что этот элемент будет и высаживаться и дальше. То есть вот всего лишь один элемент в модуле и необходима замена модуля. Владелец уже заказал другой модуль, мы с ним согласовали, и владелец привез другой модуль. Сейчас его нужно теперь проверить, хотя бы по напряжению, как оно сейчас. Если напряжение на всех элементах одинаково, то в принципе можно будет его устанавливать сюда. Формула этого модуля 2P6S, то есть 2 параллельных соединения, 6 последовательных соединений. То есть здесь у нас в районе 24 вольт. В общем, буду сейчас его проверять и тогда менять, если он хороший. И оживлять эту батарейку. Это уже вторая батарейка за последние пару недель, где нужно менять модуль. Один модуль так вот все портит всю картину всей батареи. Так, второй у нас 3272. Первый у нас 3300, 272. Третий у нас 3268. Так, надо все подписывать. Теперь нужно зарядить этот модуль и оставить его поставить, посмотрим, как он себя будет вести. Не будут ли высаживаться какие-то отдельные элементы. Но для того, чтобы зарядить его, либо же нужно оставить iCharger и заряжать его долго, либо же разобрать и поставить на стенд. В общем, сейчас будем решать, как это лучше все сделать. Если там метки, и не будет ли продавец против, если вскрыть, добраться до контактов. Вскрыл крышки. В принципе, ничего из такого сложного нету. Есть и за что зацепиться для того, чтобы поставить на наш стенд MS800. И вот так здесь выглядит сам этот модуль. Пакеты шоколадки, которые соединены, как там сверху написано, 2P6S. Раз, два, три, 4, 5, 6. И проложены вот таким вот поролоном. Кстати говоря, когда мы первый раз собирали батарейку на Nissan Leaf, собирали аналогичной конструкцией. Тоже с прокладочек для компенсации расширения. В общем, сейчас его ставлю на стенд и буду заряжать и балансировать. Потом посмотрим, насколько он в хорошем состоянии. Подключил модуль на наш стенд. Все-таки инструмент рулит, потому что гораздо удобнее на этом стенде, чем на iCharger. Но иногда и используем iCharger. В общем, подключил этот модуль на стенд, подключил 6 крайних каналов. И сейчас выставил балансировку, и в том числе и зарядка. Она будет заряжаться до 4-15 вольт. И заодно отбалансируется и посмотрим, что у нас будет. Вот сейчас видно, что у нас 357, 345, 373, 422. 3,422 вольта. То есть вот такой вот у нас
разбег большой, и сейчас заряжу их и оставлю, понаблюдаем, как она себя будет вести, будет ли здесь саморазряд или же нет. И тогда уже будем понимать, разбирать батарейку эту для замены модуля или же искать другой модуль. Элемент у нас отбалансировался, и сейчас напряжение на элементах 3970, 3969, 3970, 3969, 3971, 2 милливольта дельта. И теперь оставлю этот модуль в покое на несколько часов, может день-два, и посмотрим, как будет проваливаться. Если проваливаться не будет, то в принципе можно будет через какое-то время ее уже собирать. Если же будет проваливаться, то надо будет искать что-то другое. У нас этот элемент простоял еще сутки, и напряжение у нас не провалилось. 3968, 3968, 3968, 3968, 3970, 3969. То есть у нас 2 милливольта дельта, хотя была одна, но это не абсолютно не критично, и поэтому этот модуль можно устанавливать в батарею. И сейчас хочу проверить напряжение на этом элементе, который у нас был саморазряженный. И у нас напряжение на нем 3905. Он разрядился еще сильнее. При том, что первоначально он у нас был 3971. В общем, буду снимать модуль, разберу батарею, сниму модуль этот и буду менять. И, кстати говоря, можно обратить внимание, что здесь шины двух вариантов. Первый вариант шины идет вот такой вот монолитный, а второй сделан типа предохранителя с двумя перемычками. Не знаю, сгорят они или не сгорят, или, возможно, это сделано для расширения, но непонятно. Обычно для расширения делается шина многослойная и со складкой, которая может играть. Эта шина вряд ли сыграет, поэтому, скорее всего, сделана в качестве предохранителя. И их здесь много. Раз, два, три. То есть они и с той стороны тоже. Их достаточно много здесь. Хотя не на каждой сборке. В общем, буду разбирать эту часть батареи и менять этот модуль. И буду собирать автомобиль. Сблизи вот такая вот разница между этими шинами. Можно было, конечно, эту шину сделать тогда меньше, раз уже сделали такой предохранитель. А с другой стороны, как раз есть планированное место разрыва в случае чего. Установил этот модуль и хотел показать, как здесь реализован отвод тепла от элементов. Снизу алюминиевый экран, и дальше там идет уже радиатор. И здесь таким покрыто термогерметиком или термокремом, термогерметиком или термопастой, которая облегает элементы и отводит тепло на корпус. В принципе, мы его не срывали, поэтому элементы должны встать на прежнее место и должно быть все нормально в плане термоконтроля. Классный все-таки подход у корейцев. Продумывают всякие мелочи. Вот такими болтами пустотелыми скручивают сначала модули друг с другом, а затем уже вот такими винтами, затем уже вот такими болтами прикручивается модуль к корпусу. То есть, по сути, можно, открутив эти болты, снять целиком, они не распадутся. Будут держаться за счет вот этих вот болтов пустотелых. И сейчас как раз их закручиваю. Модуль у нас будет стянутый, и затем уже буду прикручивать его к корпусу. Так, автомобиль у нас запустился. И колеса у нас вращаются, это уже хорошо. Так, а теперь что у нас по диагностике? По температуре у нас 23-25. Но нас интересует напряжение на элементах. Минимальное, максимальное, или если дает все остальные напряжения. Максимальное напряжение 3,96. Минимальное напряжение 3,96. То есть у нас, если разбег есть, то в единицах милливольт. И вот напряжение всех элементов. 3,96, 3,96. Поставил автомобиль еще на зарядку. Хочу проверить, как она заряжается. 79% сейчас у нас.
79% у нас заряда. И 3 часа до 100% будет заряжаться. Рядом стоит Tesla Model X. И можно сравнить и увидеть, что далеко не маленький автомобильчик. Ни по высоте, ни по длине не уступает Tesla Model X. Возможно, какие-то сантиметры, но так, чтобы значительно, нет. И по ширине Ioniq и Tesla Model X не сильно отличаются. В общем, зарядится и перепроверим все. Кстати говоря, этот автомобиль у нас полноприводный. И здесь, соответственно, два мотора стоит. Передний мотор на 70 киловатт, задний 155 киловатт. В общей сложности 255 ньютонометров. А это, на секундочку, 305 лошадиных сил. И ускорение у этого автомобиля от 0 до 10 за 5,2 секунды. Автомобиль очень динамичный. И за счет того, что здесь 800-вольтовая система, здесь меньше нагреваются компоненты, потому что токи меньше. И за счет этого и агрегаты можно... За счет этого силовую часть меньше необходимо охлаждать. Поэтому она получается немного надежнее. Но, правда, работать с таким напряжением, конечно, опасно. Нужно максимально соблюдать технику безопасности. Потому что 400 вольт это очень опасно. 400 вольт постоянного тока. А когда 800 вольт постоянного тока, это очень опасно. Хотя, в принципе, особой разницы нет между 400 и 800. По крайней мере, для человека. В общем, вот такой вот автомобиль. Непонятно, конечно, что произошло. Почему один элемент разрядился на 6000 километрах. Кстати, напомню, здесь пробег 6633 километра. Непонятно, почему он разрядился, но вот такая вот проблемка. В общем, вот такой вот был ремонт. Если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал. Будет еще много интересного про электромобили и гибриды. До скорых встреч, всем пока и мирного неба над головой. Да, и не забывайте помогать ЗСУ. Потому что только благодаря им мы работаем. Недавно, ну как недавно, для меня недавно, а для вас, может быть, 5 минут назад рассказывал про Ioniq. Как вот к нам попал в работу BYD Q-In. Автомобиль, на первый взгляд, абсолютно ничем не привлекательный. Обычный седан, который чем-то напоминает сзади Camry. В салоне что-то от Форда есть и от других машин. Но что конкретно здесь интересно, то что этот автомобиль у нас 600-вольтовый. И это автомобиль 2016 года. BYD даже уже в 2016 году делали машины не 400 вольт, не 360 вольт, а 600 вольт. И к тому же здесь литий-железофосфатная батарейка.